Мы сегодня с вами вспоминаем особенности коня. У него всего 3 или 4 особенности, я сейчас все вам расскажу, но самое главное, его любимейшее дело, это, конечно, вилки. И всем ребятам я показываю вот эту задачку всегда. Любимая это моя задачка, когда ферзь с конем побеждает превосходящее по силе вражеское войско, ладьи не хватает белым, но ферзь еще и приносится в жертву. Смотрите, ребята, вот таким ходом, да, затем, чтобы все черные фигурки выстроились буквально как шашки на шашечной доске, да. Теперь конь все перерубит. Раз вилка, считаем. Король ушел. 2 вилка сюда. Срубили ферзя. Пешка попыталась убежать. Сюда и 4 вилка. Вот это любимое дело коня. Я всегда все это показываю ребятам, когда мы коня изучаем. Тема легкая, так что вспоминайте, движемся дальше. Еще одно любимое занятие, это, конечно же, вилка вместе с завлечением, что вилку не всегда сразу удается поставить, вот здесь не получается не так вилку сделать, и у черных вот такая вилка глупенькая, потому что шах и без коня, да, срубают. Но если ход черных, а, кстати, в этой позиции именно ход черных, правильно вилку не сразу ставить. Вот смотрите, ребята, иногда сперва нужно соперника завлечь, как мы сегодня на разминочке с вами завлекали вражеского короля. И если мы срубим так, мы продадим ферзя за целую ладью. Хотя, конечно, цена невысокая для ферзя. Но зато в ответ, после того, как король срубит, мы нанесем вилочку и съедим ферзя уже бесплатно. Вот это уже выгода. То есть, получается, черные отдали ферзя, забрали ферзя и ладью, наварили целую ладью. Очень выгодное предприятие оказалось, верно? Все, с вилками покончено, движемся дальше. И следующее любимое дело, это, конечно, спертый мат. Это вы все прекрасно знаете. Напомню, механизм построения спертого мата. Все просто. Ферзь с конем пытаются короля запереть в своем убежище. Для этого комбинация, по-моему, в 4 или в 5 ходов. Первый ход шах по диагонали. Это очень важно, потому что иначе нам до короля не добраться. Король уходит. И сейчас важно подключить в бой коня. Многие ошибочно ставят вот такой вот шах сразу. Ура, что если срубили мат, замечательно. Но большинство забывает, что можно срубить и королем. И получается, что белые отдали ферзя ни за что. Чтобы комбинация такая стала возможна, сперва нужно сделать пару шахов конем. Первый шаг. Цель отвлечь ладью. Если ладья отвлекется, то мы поставим мат по 8-й линии. Не срубим, потому что в ответ на сруб нам сами мат поставят. Видите, вот такой ферзь g2. А вот если так срубят, надо все-таки правильно пойти ферзь b8. И мат уже следующим ходом, когда черный закроет с ладьей. Поэтому черным ничего не остается делать, как отойти королем в сторону. Дальше мы ставим 2 шаха сразу. Без этого комбинация невозможна. Только так мы ставим спертый мат. 2 шаха сразу. Раз, два. И когда король уходит, а здесь другого не дано, потому что если съешь коня, останется шах от ферзя. Если закроешься от ферзя, останется шах от коня. Ну а после отхода теперь уже клетка g8 бита конем нашим. И мы можем такой шах ставить, так как король срубить не может. А после взятия мы ставим мат единственным конем. Это одна из самых красивейших комбинаций на шахматной доске. Запоминайте, ребята, очень красиво. Мне посчастливилось быть свидетелем, когда мой ученик на первенстве области, Рома Положиев, поставил такой мат важнейшей решающей партии. И в итоге пробился на первенство Сибири. Представляете, как я был горд, как тренер. Очень приятно. Так, движемся дальше. Следующее очень любимое дело коня — это быть форпостом. Вот он, конь, который стоит в середине доски, подкрепленный пешечкой. Называется такой конь форпостом. Почему он так называется? Форпост означает буквально укрепленный пункт, такое укрепление, крепость. Сила такого коня в том, что он воздействует на оба фланга. Он как помогает наступлению на королевском фланге, так и придерживает черных на ферзевом. Такого коня еще называют вечный конь, потому что его не может согнать ни одна пешка. И игра развивалась так. Белые начали играть на королевском фланге, черные попытались пробежать на ферзевом. Белые лезут, хотят пешечкой вот здесь расшатать оборону, а черные пытаются хитренько королем пролезть быстрее и все пешки белых скушать. b3 сильный ход. Теперь из пешек выстроен непроходимый заборчик, и еще и конь здесь не пускает тоже короля, придерживает. b5 черные пытаются прорваться. Срубили, король b5. Но крепость белых здесь совершенно неприступная, и конь в этом хорошо помогает. g4 белые играют тем временем на другом фланге. Король c5, g5, срубили.
король c6, черные никак не смогли нащупать, где пролезть, и в итоге решили вернуться назад. И здесь белые походили f6, сильный ход. Кажется, что вроде плохо пешку на черную ставить. Что ж такое? Мы же с вами знаем, что вроде бы надо пешки так ставить. Но теперь вот черные выстроили забор, и белый король ну никак не может пролезть. Все, ему здесь дороги нет. Поэтому и ходим так. Цель этого хода пробить дорожку белому королю. Черные в ответ скушали. О, теперь дорожка свободна. И сейчас король d7, король h6, король e6, король g7. Белые пролезли, но вроде черные крепко стоят. Однако на помощь здесь приходит такой элемент, как для вас редкость, вы, наверное, еще не слышали. Называется цукцванг. Буквально в переводе с немецкого означает любой ход проигрыш. Черные пошли так, опять... Белые походили c4, и неожиданно выясняется, что ходы-то у черных кончились. У слона нет ни одного хода, потому что мощный центральный конь его привязал, еще и держит пешку. А в партии было король d7, но тогда упала пешка f. Дальше белые просто на ход короля отошли и провели эту пешку в ферзи. Черные вынуждены были отдать за нее слона вот так. Так. И белые довели свою партию до победы достаточно легко с лишним конем. Это все потому, что такой замечательный мощный конь стоял в центре доски. Ну и последнее дело, которое любят делать белые кони, это, конечно, быть блокером. То есть, когда конь блокирует пешку. А здесь в данном случае у нас два блокера, ребята. Две пешки заблокированы двумя конями. Если сейчас посчитать, у кого больше, вы убедитесь, что у черных огромное преимущество. Вот смотрите, ладья 5, слон еще 3, это 8, 9, 10, 11, 12. То есть, если перевести все черные фигуры в пешки, то у черных 12. У белых же 2 коня это 6, и 3 пешки это 9. То есть, фактически лишняя фигура у черных. Если черные дернутся так в этой позиции, белые заткнут так, не выпуская слона. Если черные дернутся в этой позиции по-другому пешечкой, вот так, тогда мы дернемся так. И по-прежнему у черных нет ходов. А у белых простой план довести пешку до клетки h7, шахнуть конем, выгнав короля из угла, и провести ферзя. Ну, вот, например, если черные ходят туда-сюда, идем королем, додвигаем пешку и дальше ставим просто мат. У черных кончились ходы, так, вот он мат. Это все, что вам надо знать про коня. Ага, я-то думал все, оказывается не все, ребята. Я забыл вам рассказать про то, когда конь бывает слабым. Конь же все-таки фигура не такая дальнобойная, как слон. И вы все знаете, что конь на краю позор для шахматиста. Такое правило даже известный классик шахмат вывел. В этом примере вот для вас наглядно показывается, почему конь такой слабый. Смотрите, конь бьет 4 клетки. Всего 4, когда стоит на краю. Если в углу, вообще 2. И если у противника есть хотя бы слон, он может легко нашего коня подстричь. Смотрите, таким ходом черные отбирают все клеточки. У коня нет ни одной. И следующим ходом достаточно напасть на коня, и партия выигрышная. Как бы белые не пошли, они проиграют коня, а король даже и за пешкой не успеет, видите? Все, не может поспеть он за пешкой. Все потому, что белый конь в начальной позиции оказался на краю. Плохо, коняшки на краю. Ну и в завершении темы покажу вам известнейшую партию Роберта Фишера, чемпиона мира, одного из мощнейших шахматистов мира, когда он буквально за 16 ходов раскатал известнейшего, сильнейшего гроссмейстера, как будто с ребенком совсем начинающим играл. А все потому, что его соперник поставил 2 коней на край, ребята. Смотрите, Е4, С5, Роберт Фишер белыми, Решевский черными, конь F3, конь С6, Д4, СД, конь Д4. G6 мы с вами тоже, кстати, так будем играть черными. Рекомендую, дебют интересный, называется ускоренный вариант дракона. Конь c3, слон g7, слон e3, конь f6, слон c4. Белые играют идеально, все фигурки как по нотам вышли. Рокировка, слон b3 тоже хочет считаться хороший. Слона убирают, чтобы не подвисал. И вот первая ошибка черных. Конь опять. Первая серьезная ошибка. Конь встал на край, хоть он и напал на этого слона, но конь, стоящий на c6, контролировал клеточку в центре. Теперь эта клеточка не контролируется, белые сразу наносят удар e5. Сейчас, если бы черные скушали на b3, белые бы остались с лишним материалом. Не здесь бы срубили, а есть промежуточный ход. Так, съели на f6. И даже если черные съедят ладью, белая пешка, смотрите, докуда добралась.
На g7 еще съела. Король g7, ферзь a1. Что получается? Белые потеряли слона, который стоял на b3, ладью, который стоял на a1. А черные потеряли коня, который погиб в самом углу, коня на f6 и слона на g7. То есть белые съели 3 фигуры, отдали 2. Несмотря на то, что одна из проигрышных фигур ладья, все-таки 3 фигуры больше стоит, у белых серьезное преимущество. Поэтому гроссмейстер Ришевский решил не рубить слона на b3, а решил сразу отойти коняшкой. Но куда отходить-то? Смотрите, ребята, у коняшки только 3 клеточки. Раз, два, 3. И то вот эта клеточка g4 бита ферзем. Нельзя туда ходить. Осталось 2 клетки. На e8 и на h5. Но на такой ход мы должны такого коня уметь ловить сразу. Ходом g4, все. Конь поймался, ходить некуда. Остается единственный ход конь e8. Казалось бы, все нормально, коню уютно, замечательно. Но смотрите, ребята, 2 коня встали на краю, ужас какой. Они нарушили взаимодействие ферзя с ладьей, теперь ферзь не защищен. У ферзя нету клеточек вообще. Только одна единственная клеточка c7, вот это больше нету. Поэтому белые наносят страшный удар слон f7. Что такое? Что к чему? Слона подарили. А сейчас вы увидите, какая будет красота. Вот смотрите, если ладьей скушать слона, после такого супер хода выясняется ферзь черных в клетке, в западне. Клетка b6 бита, клетка c7 бита. Срубить нельзя, потому что здесь связка. Вон, видите? То есть на такой ход мы тут же ферзя скушаем. А куда ферзю ходить? А некуда, он поймался. Все, красотища. Поэтому черные скушали королем, хоть как-то защитить эту клеточку от вторжения. Но последовал супер удар конь e6. Вот это ход. Белые отдают вторую фигуру. Смотрите, теперь король вышел на прогулку, мы его вытащили. Крючками вытянули рыбку, да, из ее зимней лунки, как в зимней рыбалке. Никто не знает, что такое зимняя рыбалка. Вот спросите у пап. Шах. Вот видите, вытянули, да, рыбку из лунки сюда. И осталось подключить тяжелую фигуру. Бабах g4. Супер ход, открывая еще линию для ладьи. Король g4, ладья, шах. Король ушел на краешек. И теперь следует красивый мат несколько ходов. Шах. Ферзь вернулся домой, но сейчас снова выскочит. Король ушел, и ферзь g4 мат. Вот такая замечательная атака в исполнении чемпиона мира Роберта Фишера. Все потому, что у черных на краю оказались 2 коняшки. Ну а теперь обещанное домашнее задание. Задачка номер 1. Ход белых. Нужно как можно быстрее попытаться выиграть. Как, не скажу, подсказок больше не дам. Задачка несложная, и движемся дальше, чтобы вы не успели решить. Задачка 2. Ход белых. У белых всего 1 коняшка. У черных же целая толпа фигур. Черные пешки, кстати, идут вниз, если что. Если кто путает. Поэтому черные немножко тесно себя чувствуют. Попробуйте. В этой задачке ставится мат 3 хода. Но с шахами не все ходы, а только 2 из 3. Вам придется найти тихий ходик, который вынудит черных заткнуть самих себя. Ищите. Задачка номер 3 вот такая. О, вы можете сказать, как же так-то? Здесь же коня нету. У нас тема конь. Да, коня нету. Ну, сделайте коня. Как старик Хаттабыч. Выдерните волосок, скажите волшебные слова и сделайте коня. Но сделайте так, чтобы у вас осталось преимущество хотя бы в фигурку. То есть мат здесь не нужно ставить, нужно добиться преимущества. Идем дальше. В этой позиции ход черных разверну вам. И вам нужно, используя завлечение, также остаться с лишним чем-то. У вас есть конь, черный арабский скакун. Так что скачите, рубите, крушите, но сразу не получится. Нужно использовать завлечение. Движемся дальше. Здесь задачка у нас за белых. То же самое, используйте своего скакуна, но прежде нужно сделать завлечение, чтобы можно было где-то что-то укусить вкусное. Итак, останавливаю запись.